чтобы подкормить помидоры, перец, баклажаны после высадки рассады в открытом грунте, да и для других растений, мы используем раствор удобрений с точно таким же составом, как и для подкормки рассады в парниках. Фильм о подкормке рассады в парниках мы уже показывали, ссылка в описании. Но в открытом грунте подстраиваемся и под увеличение размеров растений, и под увеличение расстояния между ними. И просто меняем норму несения раствора. Если в парниках на 500 растений и квадратный метр парниковой площади шло по пол-ведра подкормочного раствора, то есть по 5 литров, а это в пределах всего столовой ложки раствора на каждое растение, то в открытом грунте в зависимости от густоты посадки на каждое растение идет куда больше подкормочного раствора, примерно от стакана до полулитра. Но при этом те же полведра раствора хватает уже не на 1 квадратный метр, а на в несколько раз большую площадь, нежели было в парниках. Ну и по традиции напоминаем, наш регион Ростовской и Луганской области. Итак, поехали. Готовим раствор для корневой подкормки. Мочевина, она же карбамид, азотное удобрение. По столовой ложке на 10 литров воды. У нас 20-литровые ведра. Делаем раствор для подкормки помидоров, перца, баклажан. И по 200 грамм, опять же 200 миллилитров, вернее, по стакану на 10 литров воды древесной золы. Древесная зола, она же растительная зола пепел. Калийно-фосфорное удобрение, содержит также кальций, а также и все микроэлементы. Вместо стакана мы отмеряем золу консервной банкой, примерно того же объема, что и стакан, около 200 мл. Соответственно, на каждое 20-литровое ведро идет по 400 мл золы и пепла. Сыпем по 2 консервных банки. Древесную золу используем обязательно просеянную, иначе слишком сложно будет посчитать, сколько нужно из-за обилия крупных несгоревших углей. После просеивания пепла золы отсеивается уголь. Уголь – это сгораемый остаток, то есть он еще может гореть, если его бросить в костер. И вот это вот непосредственно то, что получается после отсеивания углей, несгораемый остаток. По сути, это определение и для золы, и для пепла. Оно одинаковое в словарях. И золу, и пепел можно увидеть как слова синонимы. Это зола или пепел. Они просто происходят от разных слов. Напоминаем, что аммиачная селитра вместо мочевины карбамида для подкормки в смеси с древесной золой непригодна. Иначе в результате химической реакции азот будет потерян, поскольку уйдет из раствора в воздух в виде аммиака. Готово. Вместо мочевины аммиачную селитру нельзя применять. Ее нельзя смешивать с пеплом, с золой. Заливаем водой. Мы заливаем удобрение водой, специально разливая сначала малые нормы воды сразу по всем ведрам, которые стоят, чтобы удобрения начинали и пропитываться, растворяться сразу по всем ведрам. С той же целью делаем и помешивающие движения струи воды, заполняя каждое ведро. Из нашего опыта мочевина так успевает полностью раствориться, пока ведро заполняется водой. А древесная зола частично растворяется, а частично переходит в равномерную взвесь по всему объему раствора. Изначально ведра ставим так, чтобы и нужные грядки были рядом, и чтобы удобно и безопасно было работать со шлангом и водой, приготавливая раствор, ничего не ломая и не размывая потоками воды грядки. Как она жадно уходит. Так, а я буду сразу и на эту сторону. Ну да, логично. Тут 2 раза далеко не ходить. Если уже не осталось посадочных ямок углублений, желательно, чтобы почва возле растений была рыхлой, чтобы раствор не стекал по почечной корке слишком далеко в сторону от стеблей корней растений. Ширина грядок у нас 120 см, тропинки 30-40 см. Объем ковшиков у нас чуть больше литра. Если на погонном метре грядки 6-8 растений, посаженных в 2 ряда, как в случае со средними поздними помидорами, то есть по 3-4 растения на метре каждого ряда, то мы разливаем каждый ковшик около литра раствора, примерно на 3-4 растения. То есть примерно по 250-300 мл раствора на каждое растение. Конечно, если ковшики большего размера, подкормка проходит быстрее. А если меньшего, а можно ведь подкармливать и стаканом, и наперстком, то гораздо медленнее, из-за в несколько раз большего количества промежуточных бесполезных движений, перемещений стакана или наперстка между ведром и грядкой.
Стараемся время от времени перемешивать растворы в ведре, чтобы не полностью растворившаяся взвесь древесной золы не успевала оседать на дно, чтобы раствор оставался более равномерным и чтобы удобрения распределялись по грядке в целом более одинаково. Если на погонном метре грядки штук по 15, а то и по 20 растений, и посаженных в 3 ряда, как в случае с перцем, баклажанами или сверхранними низкорослыми помидорами, то есть по 5-6 растений на каждом метре каждого ряда, то мы и разливаем каждый ковшик, те же самые около литра раствора, более экономично, примерно на 5-6 растений, то есть примерно по стакану, по 200 мл раствора на каждое растение. Тут нужно не на 5, не на 6. Меньше. Обычно мы проводим подкормку примерно через 1-2 недели после высадки рассады в открытый грунт. То есть, когда растения уже устойчиво принялись и могут взять подкормочные удобрения хорошо разросшимися корнями, чтобы начать активно наращивать и надземную часть. Точно так же, как показали на томатах, перце и баклажанах, мы бывает подкармливаем и капусту, и базилик, и даже растения, которые изначально посевные, безрассадные, те же огурцы, тыкву или дыню. По ситуации. А часто обходимся и вовсе без подкормки, если после высадки тепло и хорошо видно, что растения сильные и нормально растут и сами. Для примера, тот же дополнительный азот из мочевины больше нужен, если в почве мало органики или если органики и много, но на улице слишком холодно, чтобы эффективные организмы, почвенные бактерии, активно размножались и вырабатывали достаточно азота в легкодоступных для растений формах. Или если в почву обильно внесена изначально не перепревшая органика, вроде опилок или измельченной соломы, сена, веток и без добавления азотных удобрений, когда почвенные бактерии попросту съедят весь доступный в земле азот для собственных нужд ради переваривания растительной клетчатки, а растениям азота уже попросту и не хватит, и может начаться сильное азотное голодание с полным прекращением роста. В общем, желательно понимать и учитывать подобные моменты. В большинстве же случаев, если мы все-таки подкармливаем растения в открытом грунте, то лишь однократно, в начале сезона. Хотя при желании можно подкармливать, например, те же томаты и позднее, и даже многократно после цветения и завязывания каждого яруса плодов. Только желательно контролировать, чтобы суммарная норма удобрений за сезон не превышала допустимого количества, изначально зависящего и рассчитываемого в том числе, и по планируемой урожайности с учетом выноса веществ с урожаем конкретными культурами и сортами растений в конкретных же условиях выращивания. В общем, нужен баланс, и всегда желательно руководствоваться и здравым смыслом, чтобы и явного избытка удобрений не было, но и чтобы не было и хватательского, сугубо потребительского отношения к земле с постепенным ухудшением ее плодородия из сезона в сезон, когда человек лишь только берет и ничего не отдает земле, чтобы она все-таки успевала восстанавливаться. Обычно мы после подкормки проводим полив. Для примера, в этот день у нас поливалась другая часть огорода. А в этой части огорода мы вынужденно проводим подкормку вечером. Но с таким расчетом, чтобы на следующий день обязательно полить этот участок, если не пойдет дождь. Если бы подкармливали утром, то сразу после подкормки и поставили бы поливалку. Но поскольку подкормка у нас сейчас вечерняя, а на ночь мы сознательно не поливаем растения, чтобы меньше были шансы на развитие грибных заболеваний, то полив и переносим на следующий день. Сам же полив желателен как для того, чтобы промыть удобрения с поверхности почвы чуть глубже и ближе в зону корней, так и для того, чтобы смыть остатки случайных брызг подкормки с листьев, поскольку та же древесная зола дает довольно много нерастворившихся компонентов. Хотя именно растворившиеся вещества и золы, и мочевина, конечно, просто зайдут в растения через листья, как обычная внекорневая листовая подкормка. И даже подействуют на 2-3 дня раньше, чем подкормка корневая. Напоминаем, что и о корневой, и о внекорневой подкормках рассады в парниках мы уже рассказывали. Фильм по ссылке в описании. И после полива, если участок еще не замульчирован сеном, по готовности почвы обычно рыхлим. Рыхление баклажан. Рыхление перца сладкого. Не только чтобы не было почвенной корки, и чтобы почвенным бактериям, да и корням растений хватало воздуха, но и чтобы всходы любых сорняков уничтожались уже в фазе зеленой ниточки. И огород оставался чистым от сорняков вплоть до самого мульчирования, которое дальше уже само по себе эффективно подавит сорняки и не даст образовываться почвенной корки. Хотя после нашего мелкокапельного дождевания почвенной корки как таковой по сути и не бывает. Видно, насколько легко идет рыхлилка, не поднимает крупных пластов земли. Но случаются у нас и коркообразующие дожди, ливни. Пусть бывают с каждым годом такие все реже. Так,
после ливня помидорчики выглядят. Их просто буквально залепило. Да, и придется помогать растениям, раскапывать их, иначе они сами вряд ли справятся. Иногда вот приходится, и снова гремит гром. Скорее всего, опять ливень будет. Проблема сорняков гораздо легче все-таки решается легкими рыхлениями по сорнякам в фазе зеленой ниточки, нежели когда сорняки уже большие и нужно их дергать руками, полоть острой тяпкой или чем-нибудь более серьезным, вроде плоскореза универсального ручного культиватора. Плюс рыхления заметно снижают в поверхностном слое активную деятельность вредителей вроде той же капустянки-медведки за счет регулярного разрушения вентиляционных ходов нор, обеспечивающих нужную медведкам в их гнездах температуру. В общем, пока нет сенной мульчи, рыхлим по возможности после каждого серьезного полива и после дождей. Вот так выглядит огород в конце мая. Скоро он будет весь закладываться, ну или почти весь, сеном. Вот, это вот до сена, полили, порыхлили. И буквально в ближайшие дни Жека будет закладывать сеном. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт выращивания и подкормок, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. Вот сверхранний кустик. Это сорт ультра. Он еще и цветет. И везде висят. Ну, всего-то, ну, как высота, сантиметров 30-40. Да, они маленькие, дают не слишком большой урожай, но их нужно, эти растения, садить очень густо. Да, на квадратный метр Да, штук по 15-20. Да, в итоге садить. получается нормальный такой урожай. Да. Так выглядят ранние помидоры, розовые. Тоже кустики небольшие, но достаточно так вот облеплены помидорчиками. Розовый штамп. Достаточно крупные помидорчики на небольших кустиках. Вот такие кустики небольшие, облепленные помидорами. Маленький кустик чернока.